Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, от каких вещей вам нужно избавиться, если они есть в вашем доме, потому что именно эти вещи несут негатив, несут вам денежные проблемы, неприятности, а также они притягивают злых и всяких негативных людей. Нужно ли вам такое? Точно нет, поэтому обязательно просмотрите это видео до конца, сделайте выводы и избавьтесь от этих вещей. Дело в том, что каждая вещь, которая вас окружает в вашем доме, она обладает своей энергетикой и своими вибрациями. И у многих вещей она настолько сильна, что они способны притянуть действительно изменения в вашу жизнь. Хорошо, если это положительные изменения, но намного хуже, если это отрицательные изменения, и вы не понимаете, почему у вас в жизни все идет не так, и что же является для этого причиной. Запомните, дом – это наша крепость, вам в нем никто не должен никогда вредить. И чтобы это не изменить, нужно вам внимательно следить, какие вещи вас в нем окружают и что вы своими руками, своими мыслями, действиями приносите в дом, чтобы с такими вещами не притянуть потоки негативной энергии, а с ней несчастья, неудачи и разного рода проблемы. И вы знаете, к этому вопросу нужно все-таки серьезно относиться, так как негативная энергетика, она способна разрушать все на своем пути. От вещей, которые несут в себе такую энергетику, нужно вовремя избавляться. Совершая такую чистку, вы будете открывать потоки для нужных энергий, заполняя ними ваше жилье. Итак, друзья, начнем с предметов интерьера. Ну, например, вазы, подсвечники, статуэточки и так далее. Запомните, они не должны иметь сколов, потому что такие вещи не нужно держать в доме, даже если вам жалко от них избавляться. Почему? Дело в том, что они напитаны негативной энергетикой, и когда вы ними пользуетесь, они передают вам этот негатив и постепенно нарушают энергетику жилья. Если таких вещей в доме много, они со временем просто ее разрушат. При этом разрушат в тот момент, когда вы будете этого не ожидать. Помните о том, что любая вещь, так же самое, как и любая энергетика, имеет накопительный эффект. Когда это произойдет, загадка природы. Но если вы видите, что у вас подсвечники, статуэточки имеют сколы, какие-то царапины и так далее, то лучше от них избавляйтесь. Помните о том, пока вы держите вот эту застоявшуюся энергию, тем больше к вам будет притягиваться негатива и не сможет прийти в вашу жизнь ничего нового. Многие люди даже берут вот такие вот предметы интерьера, отвозят на дачу, еще куда-то. Не стоит это переносить, потому что вы, вне зависимости, куда вы это перевозите, переносите, энергия от этого не меняется, потому что дача все равно ваша, или ваша летняя кухня – это ваша кухня, и все равно это все влияет на вас и на члена вашей семьи. Возможно, вы замечали, что в вашей семье все в порядке, все прекрасно, и в какой-то момент что-то произошло, и оно вот потянуло все за собой. Начинает кто-то болеть, какие-то проблемы возникают, неполадки и так далее. Вот это вот начинает и разрушать изнутри. И если у кого-то слабое биополе, то вот эти вот процессы и происходят. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Далее старинные вещи, но не просто старинные вещи, а те вещи, историю которых вы не знаете. Также не должны находиться в вашем жилье. Вы не знаете, кто был их хозяином до того, как они попали в ваш дом. Какие цели преследовал человек, был ли он добрым или злым, чем он занимался в жизни. И часто такая вещь, передаваясь из поколения в поколение, без истории, приносит в семью какое-нибудь несчастье, которое передается с этой вещью. Люди злятся на судьбу, а сами в этот момент сохраняют вот эту вещь, даже не подумав на нее.
И другое дело, если эта вещь купила ваша прапрабабушка, и она передается из поколения в поколение. Такая вещь, наоборот, становится оберегом семьи, и она будет притягивать положительную энергию в дом. Но если вам жалко избавляться от старинной вещи без истории, то есть вы не знаете, откуда эта вещь, кто был ее хозяином, заверните ее в материал или, как вариант, сложите в коробку, вынесите ее в подвал или, если решите оставить дома, сложите в коробку. Возьмите свечу, растопите ее и запечатайте коробку, сделав на ней печать, знаете, как из воска, проговорив обязательно такие слова: в этой коробке место твое, в ней находись, энергию свою не распространяй и негатив в мое жилье не привлекай. Поэтому, пожалуйста, научитесь распознавать, где старинные вещи, которые имеют действительно для вас и для вашей семьи какую-то определенную ценность, а есть вещи, которые вы о них ничего не знаете. Также не старайтесь покупать вещи на всевозможных барахолках, бэушные вещи и так далее. Если вы действительно коллекционер и действительно у вас есть такие вещи, то, как правило, для этого есть отдельное помещение, где располагаются вот такие вещи. Обратите на это внимание. Обратите внимание, тех коллекционеры, которые вот занимаются вот старинными вещами, которые перепродают старинные вещи, они никогда это дома не держат. У них всегда есть такие вот салоны, или их еще называют магазинами, где вы можете прийти и увидеть вот эту все старье, будем так говорить, но дома вы у них никогда не увидите. В редких случаях бывает, но это, знаете, больше исключение, чем правило. Почему? Потому что они понимают, что это их работа, и они не знают в реальности, что же было с этой той или иной вещью. Самый простой еще пример — фильмы ужастики, которые многие люди смотрят, и вы знаете, через такие фильмы, кто смотрел, возможно, вы замечали, что показывают какие-то старинные картины, вещи, предметы, и человек дотронулся до такого предмета, да, и активировал определенные действия. Происходят в семье, в доме определенные процессы. Мы вас не пугаем, просто просим вас научиться по-другому смотреть на мир, не зацикливаться на материальном, не вашего рода, зачем оно вам. Далее статуэтка голубей. Запомните, статуэтка голубей также имеет плохую энергетику, поэтому, чтобы не портить энергетику жилья, ее лучше в доме вообще не держать. Почему? Потому что считается, что именно такая статуэтка будет отталкивать удачу от всех, кто живет в таком доме. И при появлении вот такой вот статуэтки могут даже начаться неприятности и проблемы в семье. Особенно это касается молодоженов. Почему-то молодым парам, особенно после свадьбы, считают, что нужно подарить статуэтку голубей. Это неправильно. Лучше подарите молодоженам деньги в конверте и пожелайте им всего самого наилучшего. Они уже сами решат, что им покупать. Далее шкуры, рога, чучела животных. Запомните, эти предметы несут в себе достаточно разрушительную энергию. И попадая в ваше жилье, они разрушают всю положительную энергетику без остатка. Тем самым притянув проблемы вам со здоровьем, беды и несчастья. Эти вещи полностью пропитаны негативной энергетикой, так как это когда-то были живые существа, да, животные. Для того, чтобы они в таком виде попали к вам, их нужно было, к сожалению, лишить жизни. Поэтому перед тем, как принести в дом такие вот вещи, хорошо, пожалуйста, подумайте. Дело в том, что вы и члены вашей семьи будут прикасаться к этой вещи или находиться с ней в одном помещении. И, к сожалению, постепенно будут терять свою положительную энергетику. А с каждым действием, касаясь такой вещи, энергетика будет только разрушаться, притягивая негатив и со временем нарушит биополе. Вы станете подвержены и негативу, и сглазу, и порче. Мало того, имея такую вещь в доме, вам не удастся притянуть никакую положительную энергетику к вашему жилью. Запомните, такие вот чучела и все, что связано с мертвой энергетикой, шкуры, рога, даже если вы и охотник, не стоит приносить в свой
дом. Помните о том, что животные это также энергетические существа, они имеют душу, и соответственно, принося в дом, вы несете вот это разрушение. Возможно, многие люди не замечали этого и думают о том, что это их не касается. К сожалению, всему приходит свое время. Помните об этом. Далее. Плафоны на люстрах. Вы знаете, плафоны на люстрах также не должны иметь трещин, сколов и быть заклеены. Иногда это доходит до абсурда. Иногда заходишь в квартиру или в дом и видишь эти плафоны на люстрах, и прямо становится больно и обидно, потому что люди должны понимать, что свет – это в первую очередь светлая энергия, которая распространяется по вашему дому и притягивает в него потоки положительных энергий. Ну а если плафон не цел, проходящий через него свет будет нарушаться, а его энергия просто-навсего будет рваться. Соответственно, она не сможет притягивать к себе положительные энергии. Вообще обращайте на все внимание в своей жизни. На ваши шторы, на ваши тюли, на окна. Если они у вас старые, стекла именно с трещинами, постарайтесь найти деньги, чтобы это убирать. Многие люди просто берут скотчем, заклеивают каким-то клеем, пластилином и считают, что это решение этого вопроса. Девочки и мальчики, так делать нельзя. Вы живете в своем доме, и вы должны созидать. Помните о том, что вы архитектор. Сами попробуйте поменять те же стекла. Если у вас шторы порванные, подумайте о том, как их вы можете заменить. Узнайте, сколько они для начала стоят, что вам для этого нужно. Если у вас обои порванные, по разным причинам могут быть они порванные, даже ваши милые, любимые животные могут это делать. Подумайте о том, чтобы сделать маленький мини-ремонт и, возможно, поменять обои. Нет времени, хотя бы заклейте, переклейте обои, придумайте всевозможные декорации. Сейчас в интернете очень много красивой красоты и с минимальными расходами. Главное, чтобы ваше было внутреннее желание. Помните об этом. Далее, растения, которые вьются. Запомните, они очень плохо влияют на энергетику вашего дома, потому что они также будут разрывать целостность энергетики вашего дома. А когда нет целостности, то что происходит? Проникает негатив и наполняет эти пространства и притягивает опять же к себе негатив. А это еще больше разрушает энергетику вашего дома. В семье, где есть такие растения, постоянно будут скандалы, ссоры, недопонимания, которые также будут делать вот этот всплеск этого негатива, продолжая подпитывать плохую энергетику. Поэтому, выслушав вот сейчас это видео, вы должны вот после просмотра видео пройтись по своему дому, квартире и посмотреть на вещи, которые вас окружают. Только смотрите, пожалуйста, в правде в глаза. Что-то вы можете ощутить интуитивно. Какая вещь у вас лишняя, что она притягивает, возможно, не то, что вам действительно нужно. Вы почувствуете это как раз, эта вещь выдает какие импульсы, негативные или созидательные. Бывает так, что человек не замечает. Например, у человека может быть аквариум в доме, который он забыл, что нужно его время от времени чистить, потому что считает, что есть фильтр. И так делать, девочки и мальчики, нельзя. Любая вещь, то же самое касается, посмотрите у входной двери, как у вас коврик, насколько он чист, не порван ли и так далее, и так далее. Научитесь делать, нету возможности на данном этапе приобрести что-либо за деньги, чтобы улучшить свою жизнь. В таком случае берем свои руки и начинаем делать handmade. Посмотрите в интернете, очень много людей, которые показывают, как из какого-то заброшенного стула, шкафчика можно сделать целую цацу. Да, нужно потратить какие-то деньги, но это минимум можно потратить, но сделать красоту. И ваша задача научиться это делать. Да, иногда это очень сложно, потому что не у каждого есть талант, но благо у нас с вами есть социальные сети, у нас есть всевозможные группы и так далее. Не ленитесь, пожалуйста, вас даже жизнь станет по-другому, засияет другими красками. Поэтому запомните, позитив, он всегда притягивает к себе
позитив, а негатив притягивает негатив. К сожалению, по-другому это никак не работает. Поэтому то, что вы притягиваете в свою жизнь, вы должны подумать. Помните о том, что если вы что-то сделаете в своем доме, да, своими руками или купите, и вам это не понравится, вы всегда можете изменить, переделать, доделать. Главное, чтобы вы истинно, действительно этого желали. Если у вас нет желания и вас все устраивает, но вы должны понимать о том, что, возможно, вы находитесь на данном этапе в болоте, и вам нужно подумать о том, как же это что изменить и сделать, потому что все в ваших руках. Запомните, пожалуйста, об этом. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.